Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. День добрый. Здравствуйте. Так, у нас с вами окей. Ага, да, здесь недалеко. Пристегнетесь? Да, конечно. А можете сюда вот поставить? Ага, спасибо большое. Опс, ничего себе, это у вас Машина у вас такая прикольная. Да? Да. Не хотел Новая бы... такая прям. Не хотел бы себе льстить, но мне часто об этом говорят. Да? Нет, ну реально классная такая прям. Ну, спасибо большое. Редко в таких езжу. Ну, в такси именно попадается очень да, редко. Классно. согласен. Я могу сказать, Мне что сегодня повезло. скорее всего в такси пока только одна такая машина. Да? Ну, мне кажется, что да. А это ваша основная работа? Ну, я так. Не сочтите меня навязчиво, просто спрашиваю. Ну, скажем так, в такси на такую машину заработать можно, но нужно очень долго и упорно работать. Поэтому я всегда ищу способы заработать как-то помимо такси. Поэтому работа, наверное, основная, но есть какие-то еще мероприятия, которые приносят дополнительный доход. Поэтому я могу себе позволить ездить на таком автомобиле. Если бы не было возможности, я бы, наверное, не выпендривался и ездил бы на, более скромном. Ну, это прям здорово. Я, знаете, почему спрашиваю? У меня такая ситуация сложилась. Надеюсь, вы не заберете у меня автомобиль? Нет, вы меня так, я даже уже не понял, куда я еду. Такая ситуация сложилась. Дело в том, в общем, что я на прошлой неделе рассталась со своим молодым человеком. А сегодня меня ждут родители в гости к ним на шашлыки всякие, в общем, посиделка родительская. Вот. А я своей маме еще не успела сказать, что мы расстались. Она к этому всему так относится. Очень она, знаете, такая у меня сентиментальная. У нее начнется какие-нибудь там жалеть меня, еще что-то. Вот, потому что мои прошлые отношения закончились вообще очень большой депрессией. Вот. По вам не скажешь. Да? Ну, вы такая зажигалочка прям. Да, теперь вот все по-другому. И, в общем, я хотела вас попросить, может быть, вы могли сыграть роль моего молодого человека? Вот. Вы просто замечательно подходите. Знаете, у вас такая машина солидная, достаточно никаких опознавательных знаков, что такси. Это буквально на 2 часа. Я вам заплачу, как скажете, как у вас там по тарифу, вообще без проблем. Нет, это все, конечно, прекрасно, но я, знаете, как вот есть как каршеринг, да? Ну, вы берете в аренду автомобиль без водителя. Есть такси, вы берете в аренду автомобиль с водителем. Есть каршеринг самокатов. Я даже знаю, что есть каршеринг дорогих итальянских рубашек. Но я в первый раз, если честно, слышу. Поверьте мне, очень... Про каршеринг водителя без автомобиля. То есть каршеринг же не как каршеринг парня? Или парня, как? Да. А почему нет? Это замечательно, мне кажется, даже можно как стартап. Вы думаете? Да. То есть вы реально готовы заплатить денег за то, чтобы кто-то в данный момент, это я, у меня безвыходная ситуация, поймите. У вас что, нет знакомых? Состояние моей мамы у вас, для меня важнее. У вас что, нет знакомых, там, друзей, которые могли бы вам помочь? Только что буквально мне парень, вот когда я садилась в машину, который должен был сегодня поехать со мной, написал, что он не сможет. Подставил, зараза, так вообще. И у меня, все, вот встреча с мамой уже сегодня вечером. Кого я найду? Нет, подождите, а вы уверены, что я тот... Но мне кажется... стоп, я понял, то есть я не тот самый вариант, а я на безрыбье и рак рыба, получается, типа того. Вы тоже будем честными, то есть, типа, ситуация безвыходная, нужно хоть кто-нибудь более... не стал, вы... Точно? Да, конечно. Вы сейчас мне накидываете комплименты, чтобы я растаял, но на самом деле Это правда. Это правда? А мы же, мужчины, тоже любим не только глазами, животом, но и ушами тоже, поэтому. А вы еще и поедите, там вкусно, моя мама готовит просто замечательно.
Ну давайте, накидывайте, может быть, я уже в процессе принятия решения. Мне очень даже интересно. То есть меня накормят, мне заплатят денег, по тарифу которого, в принципе, не существует, но его можно выдумать. Я проведу общество в компании зажигалочки, которая вылечилась из депрессии, которая может написать мне рецепт антидепрессантов. Чувствую, они вообще шикарные, работают прекрасно, судя по всему. Какие еще плюсы? Ну, не знаю, может быть... Да вообще тут нет минусов на самом деле. Мне кажется, вы должны согласиться. Пожалуйста. У вас зеленые глаза, вы знаете? Да. Я вас пытаюсь отвлечь, чтобы самому сосредоточиться. Вы не хотите, да? Не в этом дело. Что же мне делать? Нет, не в этом дело на самом деле. Просто мне кажется, что вы... А у вас это реальная история? Прям вы мне не это самое? Конечно. Просто понимаете... Я не останусь без машины, приехав куда-то на дачу, там не выйдут 5... А это здесь не так далеко от Питера. Вы сможете буквально посидеть 2 часа, потом можно будет сказать, что у вас дела, и вы уехать. А насколько близко нам надо будет изображать пару? Ну, посидеть за обеденным столом. Ну, то есть нам не надо будет, я прошу прощения за свадьба. Биться в десна, там, не знаю, ночевать вместе, оставаться, там еще что-то. То есть не нужно будет это делать. Соглашайтесь, пожалуйста. То есть мы это все делаем ради мамы, которая не переживет. Серьезно? Да. Она потом будет папе мозги делать, обсуждать меня, писать, звонить. Ну зачем нам эти все проблемы? Лучше вы мне поможете, и ничего этого. И все это можно будет избежать. Сегодня вечером? Да, в 7 часов ужин. Поверьте, моя мама готовит просто замечательно. Да? Блин, даже не как вас зовут, девушка. Меня зовут Настя, кстати. Блин, я не спросила. Да, действительно, какая разница? Меня Евгений зовут, очень приятно. Евгений, очень приятно. Анастасия. Я даже... Нифига у меня начинается денек, да? Вот как так? Я сел в машину, поехал зарабатывать деньги. В итоге я сел-то с мыслью о том, что день будет прекрасен. А он действительно, вот что я сейчас ломаюсь, как девчонка деревенская, да? Да, действительно. Дают денег, накормят, шикарные женщины приглашают. А почему бы и нет? Женщина, я еще не Ой, простите, пожалуйста, да, простите. Шикарная девушка. Только нам нужно будет с вами как-то, наверное, подготовиться, да? Ну, типа, вы мне хоть скажете, как там, чего, где мы познакомились, или вы не... Ну, как, что? Да, конечно. Какую-то историю нам надо, что-то... Я проведу вам инструктаж. Да? Целый, да. Ничего себе. А я вообще, конечно, красавец. Да вы отлично подходите, Подхожу, вообще просто замечательно. Не переживайте. А ничего, что у меня возраст? Ничего? Что с такого? Да? Ну, то есть, если я буду возрастным, ничего страшного, да? Я понял. Да вы не высоковозрастной. Ну... Не особо возрастной. Не особо возрастной. Ну, вообще, я собираюсь сегодня в барбершоп, поэтому я буду выглядеть лет на 5 моложе. Потому что меня побреют, подстригут, поэтому я буду... А у меня мама не любит, кстати, когда у меня парни молодые, потому что, да, она говорит, что они все инфантильные, вот. Поэтому она будет очень рада. А с новым моим парнем она просто не знакома, но если я ей расскажу, что мы расстались, это начнется конкретный вынос мозга. Опять, что я виновата, что это вечные мои какие-то... Ну, понятно, что во всех этих... Да. То есть не парни виноваты, а вы виноваты. Да, у мамы всегда так, виновата я. Понятно. Это же как все мамы хотят побыстрее, чтобы вышла замуж, родила детей, семью, внуков. Вот. Так, Анастасия, как быть-то нам с вами? Ну вы сегодня все не свободны? Вообще был не свободен, но сейчас чувствую, что я становлюсь все свободнее и свободнее. Я свободен! Поверьте, я буду вам очень-очень признательна, если вы мне поможете. Да? И как нам быть? Как нам быть? Ну, смотрите, значит, что я думаю по этому поводу. Во-первых, понятное дело, что я с вас денег не могу взять за это. Ну, во-первых, я не понимаю, как это оценивать. Во-вторых, я просто не хочу с вас брать деньги, тем более вы обещаете, что мама меня накормит так, что я забуду обо всем на свете. Нет, вы знаете, я на самом деле по натуре человек авантюрный, вот честно могу сказать. Я всегда, здорово, я большую часть, если есть возможность помогать людям, я помогаю всегда. Тем более, что мне
Я считаю, что вообще все добро, оно возвращается. Вот, правда? Да, вот вы что-то доброе сделали, вам обязательно в течение Давайте, недели, в течение недели да, вернется? в течение недели обязательно вернется. В двойном, а может и в тройном. Ничего себе! Вот это так бонус. работает, да. Анастасия, вы имеете определенную степень убеждения. Вы знаете, как я все время в принятии решения от просьб от красивых девушек, чем я руководствуюсь, хотите скажу? Я пытаюсь представить, что об этой просьбе меня просит не красивая девушка, а некрасивая бабушка. И стал бы я делать вот то, что я собираюсь делать для красивой девушки, для некрасивой бабушки. И знаете, какой мой ответ зачастую? Да ни хрена бы я не стал это делать для некрасивой бабушки. Ну, да, все потому, что... Для красивой девушки мужчины готовы сделать. Да, вот это... А вы этим пользуетесь. Да почему пользуетесь? Вы же тоже что-то вы получаете взамен. Приятное общество. Поесть, опять же, можно. Действительно, поесть можно вкусно. Еще скажите, что вы не любите поесть. Я мог бы сказать, что я не люблю поесть, но, к сожалению, это неправда. Я бы все равно не поверила. Вы бы не поверили еще много чему, если бы я начал говорить. Да, Анастасия. Ну, смотрите, наша поездка потихонечку движется к закату. Анастасия. Ну, соглашайтесь. Правда. Будет весело, я обещаю. Обещаете? Да. Я не умру со скуки, и нам будет круто? Ну, если домино это не совсем скучно, то не умрете. Домино? Да, мой папа любит играть домино. Ну, он хоть выпивает? О, блин, мы же на машине поедем, я не выпью. А вы не водите машину? Всегда есть возможность, конечно, вызвать трезвого водителя. Будем отталкиваться от ситуации. Итак, резюме, Анастасия. Конечно же, я не буду врать, что принял решение практически сразу, потому что мы же мужики-слабаки все. Ну, конечно, мы же мужики-слабаки все на самом деле. Вот, поэтому будь что будет, вы знаете, да. Надеюсь, все-таки меня там 5 здоровых мужиков из сарая не изнасилуют, отберут машины. Ты понял, что машину у тебя забрали до выяснения? И потом скажут: ха-ха, повелся. Типа, надеюсь, такого не будет. Конечно, нет, я вам обещаю. Обещаете? Все пройдет просто замечательно, я уверена. И безболезненно. Да, главное только не шутить дурацкие шутки. Ниже пояса там и все такое, да? Ну, я, кстати, потому что у меня, говорю, мама очень консервативная такая. Да. А так, в целом, я думаю, что все пройдет замечательно. Да, я уверена. Да? Да. И опять же вкусная еда. Вы делаете так упор на эту еду, да, конечно. потому что она божественная. Я сама практически только из-за нее туда и еду. Нет, да, вы сейчас скажете: да я и сама божественная. О, сори. Видите, как я на вас отвлекаюсь? Мы чуть не въехали на машинке в попу. Все нормально? Да. Отлично. Так. Мне нужен ваш телефон. Да, конечно. Ваш телефон. Анастасия, что вы делаете с мужчинами? Я не понимаю, как... Кормлю, знакомлю с мамой. Ну, есть какой-то у вас подвох явно. Если они от вас отскакивают, значит, есть какая-то в вас... вы взяли, что они от меня отскакивают? Вы видите, как моя мама себя ведете. Нет же, я не виновата. Говорите ваш номер. 3 девятки. Сейчас я запишу вас. Анастасия. Лучше Настенька. Лучше Настенька? Да, ну вы так будете привыкать, чтобы потом меня назвать... Ну, не будете же вы меня, Анастасия, называть при моей маме. Это правда. Вы, смотрю, прям подготовились. Ну, потому что я только что своему другу объясняла, что нужно делать, и в 2 часа ему рассказывала. Вот. Но мы пока будем ехать, у нас будет минут 30-40, я вам тоже все поподробнее расскажу, чтобы все прошло прям супер. Анастасия, я надеюсь, что, как вы правильно уточнили, Вселенная не забудет. Конечно. Все мои потуги, да, и отплатит мне той же монеткой, да? Да, это я вам вот прям 100% гарантирую. Ну, я прям чувствую в вас энергию. Вы прям такая очень энергичная девушка. Это очень хорошо. Да, спасибо. Да, поэтому вам и не нравятся молодые инфантильные... вашей маме не нравятся молодые инфантильные люди, которые такие, типа,
ни мальчик, ни девочка, хрен поймешь, да? Типа такая история, нет? Или Да я не нет, прикрыл? просто что она считает их всех несерьезными. Хотя мое мнение по поводу этого, что мужчины, в принципе, дети по жизни, и все они несерьезные. И вообще это от человека зависит. Можно и в 20 быть суперсерьезным, На самом деле это и в правда. 45 можно быть абсолютно несерьезным. Но мама моя, естественно, со мной не согласна, как всегда. И насчет этого у нас всегда с ней какие-то проблемы, терки, вот. Так что как-то так. Мгм. Нужно просто сыграть милую пару, если все поддакивать маме, это буквально 2 часа. И все. Я постараюсь. Да, у вас получится. Вы думаете, Да, я уверена. Ну, прекрасно. А я Ну вот... что, да, едем? Ну да, я же уже Все. взял ваш телефон. Ну, только вы не передумайте. Анастасия, держите себя в руках, а то вы прямо из штанов выпрыгиваете. Все нормально будет. Все будет хорошо. Я обещаю, не подведу вас. Смотрите, просто чем больше я Так. нервничаю, тем меньше вы нервничаете. Это тоже так работает. Нам не нужно вообще нервничать с вами. Не нужно. Вообще не нужно. Просто у меня, видите, такой тоже Да, стресс, я потому что понимаю. это ж мама все-таки. Я понимаю. Все хорошо. Все будет хорошо. Теперь я буду вас успокаивать, все будет хорошо. Возьмите меня за руку, все будет хорошо. У вас рука холодная. А у меня всегда Зато горячая. сердце теплое. Зато сердце теплое? Горячее. Горячее. Надо будет надеть свою лучшую чистую футболку. Это я шучу, все нормально. Она у вас будет. есть? Ну, у меня она... А, вы мне ее купили? Конечно, без проблем. Отлично! Вот это то, что нужно. Но вообще лучше рубашку. Вообще лучше рубашку? Ну да, хотя мы едем за город. Да. Да, То есть еще что-то дресс-код не подумала. какой-то есть, да? Ну, говорю же, мама. Ладно, ну в шортах не буду, уже прохладно в шортах, поэтому я буду выглядеть достойно. Хорошо? Да. Я прям буду выглядеть достойно. Спасибо вам за... Спасибо За что, вам. правда, непонятно. Это Так, у вам вас безнал. спасибо Так, огромное, мгм. да. Вы меня очень выручили. Ну, Спасибо. все нормально. Всё, до вечера Все тогда. хорошо. Всё. Счастливо. Я Пока, вам позвоню. Мой Я номер есть у вас? вам сейчас, вы мне напишите. я сейчас вам отзвонюсь, прозвон сделаю и Все вы это большое самое, вам да. спасибо. Вы меня прям очень выручили. Вы прекрасны. Спасибо. Пожалуйста. Я помню, что я, господи, в детстве много перевозил бабушек через дорогу, и наконец-то мне улыбнулась удача. Еще я очень много жертвовал в благотворительность. Не очень, но жертвовал. И вообще я пытаюсь мыслить позитивно и ходить на выборы. Спасибо тебе, Вселенная и Господь, за то, что помогаешь мне. Так, дети, давайте, как обычно, по 10-бальной шкале оценим. Оценим по 10-бальной шкале мою шкалу. И что скажете по этому поводу? Блять, вот все время меня... представляете, что если бы я не был обременен обременениями, как бы я мог развернуться в этой жизни? Потому что я, сука, как магнит. А ведь я, не первой свежести, страшненький, и на самом деле уже, наверное, многое не могу. Но Вселенная постоянно подбрасывает мне. Короче, если кто еще сомневается, идти в такси или нет, друзья мои, не сомневайтесь. Не сомневайтесь и пишите. Пишите.